Ребят, всем привет! Ну что, начинаем новый рейс. Так, ребят, а перегон у нас будет Волгоград, Санкт-Петербург. Погоним новый, другой автобус. Погнали! Так, ребят, все, с такси я пересел в автобус в рейсовый. Сейчас еду в Павлово на Оке, там пересаживаемся на автобус. Нас 15 человек и все, и едем в Волгоград. Так, ребят, все, я в автобусе, в обратке, пока ждем, еще не хватает 4 человек. Вот на этой ивечке будем давить газ по лаз. Так, ребят, остановились на перекур, еще даже полпути не проехали. Короче, ехать и еще раз ехать. Почти 1000 километров, там 880 с чем-то, вот так вот. Так, ребят, остановились размяться. Вот такой комплекс тут. Короче, ребят, у нас проблемки. Спустило колесо с той стороны. Внутренние, походу. Вот приехали на шиномонтаж, а тут все закрыто. Вот водитель пошел смотреть, там есть что, нет. Если ничего нет, тогда все, кто сейчас спит, всех выгружаем. Будем там кратить и снимать, ставить запаску. 7 час утра, мы еще никак не доедем до места. Всех из автобуса выгнали. Будут там кратить и откручивать и ставить запаску. Потому что работать начинается с 9, наверное, или с 8, что-то типа этого. Но надо ехать. Так, мы пошли вот в кафешечку кофейка взять. Такие вещи делают. Сувенирный ИК-24 продукции, такая сувенирная. Прикольно. Позавтракал я, взял я борщица, кофе, 156 рублей. Все, идем к нашему автобусу, где колесо меняет. Так, народ, вроде прибыли. Кое-как преодолели почти 1000 километров. Такой вот автобусик. Такие штучки мы погоним. Как вам, ребят? Как обычно, нифига не понятно, ребят. Так, ну ладно. Нужно осмотреть, короче, я так понимаю, все. Он на номерах уже идет. То есть тут пипец. Чуть необычно, не как в прошлый раз. Все новое, все заново. Сейчас я буду его осматривать капитально, чтобы все было нормально. Короче, ребят, нужно сходить получить зип. Туда в конец. Подкатник, противооткатник и что-то еще. Ну, сейчас посмотрим. Сказали просто сходить сюда и куда-то получить. Туда в конец автобуса. Так, ребят, вот смотрим. Новый автобус. Видите, вода. Где-то фигашит, тут непонятно. Может, стекла были закрыты. Так, вроде тут все так-то. Нормально. Пипец он длинный. Длиннее, чем в прошлый раз. Надо будет осторожно, очень осторожно. Так, взяли вот мы, короче, этот зип. Такие вот откатнички. Такой вот знак, аптечка. Ключик. Вот. Сейчас пойдемте откроем моторный отсек. Посмотрим там, что. Оплата, тут все дела. Пипец, сейчас взбучки получили. По одному надо, короче. Я только говорю, слышал-то, что говорили по одному. Они, нет, бери по два, как по два. Ой, как по одному, бери по два. Вот сейчас надо тащить обратно. Так, ребята, еще ключ, который я взял, он не подходит нифига. То есть вот тут, видите, треугольник, и там треугольник. То есть он, вот это место, этот треугольничек чуть меньше на миллиметр. И он не открывает уже капот. Сейчас вот этот поменял я, ну второй, сейчас попробуем еще раз. Так, ребят, давайте заценим, что здесь. Тут такой провод, вот видите, для чего не знаю. Ну, короче, везде пломбы, номер. Так-то вроде ничего. Жидкость какая-то там, непонятная. Фигово, да, когда не знаешь? Но я делюсь с вами, что вижу впервые. Так, помпа. Ой, как помпа. ПЖД-ха, тоже здоровая, капитальная. Так, ребят, короче, ключ тоже не подходит.
Все, выдали документы. За ЗИП расписался. Еще вот сейчас должны принести какие-то магнитики на двери. Дальше не знаю, дальше по ходу. Так, ребят. Здесь хоть панель попроще, да? Типа как КамАЗовская. Приборы. Офигеть. Что надо спрашивать будет у мужиков? Так, что работает? Камера, здесь все дела. Здесь вот так, здесь так. Что это вот здесь? Тарат. Ну, это нам в салоне говорит, я так понимаю. Так, ладно, пойдемте узнавать дальше, спрашивать. Ребят, новый космолет. Вообще здоровый, длинный. Зеркало вообще не видать. Сейчас вот здесь потихоньку надо, аккуратно. Короче, тут какой-то склад непонятный, где их тут поставили. Сейчас нужно вспоминать фуру. Брать далеко, больше. Вот, как бы не задеть потихоньку, он низкий. Но вроде идет мягко. Вообще новый адреналин, новый такой драйв, как говорится. Ну, вообще круто, круто. Так, все, ладно, мы их догнали. Все, потихоньку теперь едем. Так, ребят, вроде выехали с этой базы, с железнодорожной. Вот, едем потихоньку. Идет, конечно, он мягко, офигенно, но вот что-то, блин, тепла нету. Может быть, надо тоже по ЖДХу включать или еще что-то. Ну, что-то прям холодно, я что-то начинаю мерзнуть уже. Хотя бы вот, я не знаю, выйдем с города, что ли. Может быть, все-таки нагреется. Но вон чуть-чуть началась греться, 41. Ну, блин, что-то долго. Сколько едем, и все никак не нагреется. Так что вот, ребята, блин, так вообще страховка, конечно. Пипец просто. Все новые. Я имею в виду это. Каждый раз. Тогда было одно, сейчас другое. Вот здесь уже прикрутит какой USB. Чип. Ну вот. То есть телефон заряжать. Так, это вот где-то, наверное, здесь. Это, наверное, салон. Наверное. Блин, как все сложно, конечно. Офигеть. Ладно, разберемся, я думаю, по ходу. Ребят, блин, что-то мы заблудились. Короче, навигатор ведет непонятно. И вот сейчас не поймем, куда ехать. Ну и ладно, я еду за ним. И вот никак мы не можем понять, куда, чего и где. Весовой контроль. Сейчас проехали. Я так понимаю, мы сейчас на ГЭС выехали. Волжск, или как там правильно. Пипец навигатор, я не знаю, что такое с ним, что у него и что у меня также. Что завел он нас не туда. Да, это ГЭС, ребят. Волга, река Волга, Волжск, я так понимаю, или что это такое? Пипец, блин. Ай-яй-яй-яй, все убито, как всегда. О, блин, шлюза. Смотрите, отваливается прямо на ходу здесь. Эх, и автобус классный, новый. Ладно, фиг с ним, остановимся, потом придем. Волга, все дела тут. Напоминает жигулевскую. Такие же вот эти краны, шлюза, которые поднимает. Вот эти здоровые. Ну да, как у жигулевской прям. Здорово похоже, конечно. У жигулевской, правда, побольше, как-то помощнее, но сходство есть. Куйбышевская или жигулевская, как. Ну, короче говоря, в Тольятти. Там я ездил миллионы раз в свое время. Все у нас вроде в норме по комбинации. Комбинации вот никак не привыкнуть. Кто и привыкал на первом перегоне, пипец. Теперь к этой надо. Ну, это, в принципе, как почти как КамАЗовская. Ребят, фигово, когда не знаешь. Вы, если что, извините меня. Я еще только вообще начинаю. Вот. Фигово, когда не знаешь, конечно. Вот сейчас мы переехали, то есть мы из Волжского переехали в Волгоград, я так понимаю. Или наоборот. Вот. Если кто меня смотрит с Волгограда или там с Волжского, то поправьте меня. Подскажите, как правильно. Глубоко извиняюсь перед вами, если я что-то неправильно говорю. Кстати, скажу вам, этот автобус намного мягче и намного тише. Вот если выключить сейчас вот даже печь,
вообще прям тишина гробовая. Даже мотора не слышно. Как тут что-то, вот смотришь только он по тахе. И не так сильно он бремчит, как вот первый перегон был, МАЗ гоняли. Покруче, как бы так сказать. Ну, если не считать, вон эта фигня отвалилась. Но она просто, наверное, не вставлена туда. Вон, видите? Ее просто вставить надо будет, и все. Этот автобус лучше чем-то, чем тот. Может быть, конечно, это на первый взгляд. Первый взгляд может быть обманчив. Ребят, что-то у меня такое чувство, что мы опять заблудились нафиг. Звонили сейчас вон пацаны, они уже выехали, короче, на дорогу давным-давно уже. А мы все тут блуждаем по городу. То по одному, то теперь по второму. Или навигатор вот, ну не знаю. Блин, он вводит как-то тут кругами, сбивается что-то непонятно. Так, ребят, Москва. Блин, вроде выбрались, а. Это нечто было, блин. Я думал, мы вообще не найдем дорогу, не выберемся. Слава богу, вроде получилось. Я уже начал переживать и нервничать. Еще, блин, дороги узенькие, автобусы длинные вообще. Только и смотри, не забывай, что он длинный. Так, ребят, ну сейчас 100% выехали. Был указатель Москва 959. Вот. Ну, нам надо будет заезжать, ну, короче говоря, на заправку. Ну, пока бак полный. Все, выбрались. Слава тебе, Господи. Я думал, это никогда не кончится. Мы на этой, как сказать, на обратке, на автобусе, ну, на своем, когда ехали мы вроде столько не ехали. Или, может быть, я проспал, или еще там что. Но мне показалось, что мы так долго не ехали по городу. Ребята уже упылили, звонили мне, уже 70 километров как отъехали от города. Мы еще только выехали вот вдвоем. Сзади меня, когда мы с базы выезжали, еще оставались автобусы. Ну, скорее всего, они уже вперед нас выехали, потому что мы заблудились. Получается, мы, наверное, едем самые последние. Так что вот. Так, ребят, ну вот вроде навигатор работает у меня. Вроде как бы нормально, не сбивается. Фиг знает. Вот сколько проехали уже. Ну, ничего не было. Дорожка, конечно, блин, идеальная. Правда, так сделано, из плит. Так едешь, она как бы бам-бам-бам-бам-бам. Так, колеса так стучат. Прикольно. Но ровная, офигенная. Вот, жмем. Там уже пацаны, блин, в столовке. Ну, они сейчас уже похавают. А мы, я так понимаю, не успеем. Вот, смотрите, какую секцию везут, ребят. Офигеть. Не габарит, какая длина. Так, Москва, 920. Ну, что я могу сказать еще добавить по автобусу? Конечно, вы меня извините, я сам в первый раз, вот сегодня, впервые в жизни сел за руль этого автобуса. Называется он, да? Помните как? Сами прочитайте, а то, может быть, прочитаю, да неправильно. Короче говоря, он тоже на таком же газе, как и прошлый перегон был. То есть на сжиженном метане. То есть коробка здесь вот такая, кнопками. Так, ребят, вроде мы, слава богу, догнали народ вон весь. Только я не знаю, успеем мы сейчас покушать или не успеем. Так, ребят, решили тоже пообедать. Потому что сейчас, если не пообедаешь, то фиг знает, когда вообще больше пообедаешь. Так что сейчас идем супчиком втарим. Такими вещами. Сейчас быстренько пообедаем и поедем дальше. Как говорится, червячка заморили. Так, все, ребят. Зимнюю снял. Надел вот такие новенькие летние. Потому что ноги, блин, пипец, варятся. Так, все. Поедем. Что у нас тут? Все, закрываем. Пипец. Вообще не слышно даже, как заводится. Чисто вот только по приборам смотришь. Вот у этого автобуса у него зеркало вот здесь нормально. Не где-то там наверху, блин, вон там в углу. А здесь вот прям все хорошо, как нужно. Начинает вечереть уже. И вот уже туманчик, видите, ложится или садится. А это не есть хорошо. Ну, слава богу, хоть тепло. Дорога вроде как бы нормальная, гололеда нет. Самое главное, пока без ям, нежели предстоит там потом по десятке идти после Москвы. Там, блин, яма на яме. Там, конечно, я не знаю, наверное, лучше ночью
нежели днем. Вот именно по этой полосе, если ехать, там не понравилось мне. Там она убита капитально. Прям вот это как вот колея идет. И такие ямы офигенные по колено. Так, вот смотрите, я нашел клавиш. Свет. Лампа какая. Пыльно здесь, грязно, конечно. Все кнопки, ну, пылищи, грязищи всякие тут вон эти. Вся панель, конечно. Ну, протирать мне уже некогда. Вот здесь, вот, видите, тоже такой кнопки горит. Даже изучать некогда. Все вот это вот бегом. Как будто вот реально, что мне не нравится вот, в перегоне, это вот спешка. Такая спешка, что офигеть можно. Может быть, конечно, мне это поначалу так кажется, что, ну, я не знаю, как будто ну, вот на время, на секундомер. Как только приехали на базу, автобусы похватали, все, там времени вообще нет. То есть тебе хочется ну, разобраться хотя бы там, где, какие кнопки, где что, первый раз вот ты машину видишь, первый раз в жизни, вот эту машину я увидел. И вот, как бы желание есть в ней ну, разобраться хотя бы, где что нажимать, какие кнопки. И вот. Здесь такого уже нет. То есть быстренько схватил, быстренько раз и полетел. Все. И вот сейчас получается, что едем сам последний. Непонятно. Что-то все встали. Вся колонна. Там все стоят, видите? Все буквально. А что случилось, не знаю. Так, ребят, какая-то машина встала. То есть там как типа предохранитель или что-то там ищут. Ну, они нам сказали, типа, езжайте дальше. Что встали? Так что поедем. Нажимаем на тормоз, врубаем D. И, в принципе, сейчас поедем. Так, чуть-чуть тепло. Там делаем тепло. Потому что если спать будем там, то там задубеем. Надо нагреть хотя бы там чутка. Не видно, правда, нифига. Зеркало, видите, здоровое, но оно отвернуто. Ага, все, поехали. Ну вот уже почти стемнело. Так, ехать нам до заправки, если вот показывает навигатор, 1:43. Блин, а топливо остается вообще фигня. Что-то я за это начинаю переживать, ребят. Вот догоняли. Может быть, из-за того, что скорость, за это вот слишком много потратилось. Вот сейчас вот, правда, едем все чуть-чуть, прям 75, ну край 80. Что-то я начинаю переживать, ребят. Так, ребят, видно вам комбинацию, панель? То есть вот смотрите, 4, это типа 4-я передача, 393,7, это пробег, то есть сегодня, суточный. И температура жидкости 76. Вот. Дальше мы листаем. Вот, суточный пробег 394. Так, дальше на кнопочку еще. Давление масла 5. Мочевины нет. Дальше нажимаем температуру жидкости 73. И напряжение в сети 28,88. Дальше нажимаем мы 11,6 моточасы. Расход 27,9. Так что вот так говорит комбинация здесь. Вот, ребят, второй раз моргающая сплошная полоса моргает. Вот это, конечно, чутка бьет в глаза. Ну ладно, как-нибудь. Вот сейчас на заправку приедем, нужно будет протереть лобовое стекло. И пипец, здесь на нем просто пыли, слой офигенный. Встречка едет, такое ощущение, как будто едет с дальним. То есть надо будет сейчас где-то мне надыбать тряпочки и протереть. Короче, газа хватило прям еле-еле, тютельку в тютельку. Так, мы обошли, вроде все нормально. Вам, правда, не видно, да, ребят? Вот такой вот автобусик. Такая вот, ребят, заправка здесь. Короче, еду я опять из города, заправился. Сзади меня еще 2 машины, 3. Ну вот. Сейчас там на горе кафе какое-то есть. А, у Горыныч. Вот они все там. Сейчас мы тоже туда поднимемся. Переключил я, короче, навигатор
Блин, вот фигово здесь, вот единственное, здесь нету ниш. Вот посмотрите, ни одной ниши нет, куда что положить можно. Даже тот же телефон. То есть у меня нет липу этой, как ее, присоски, например, на стекло. Я положил вот так на шапку в угол. Чуть-чуть видно так. Переключил я, короче, с грузовика на легковой. Не знаю, вот как получится сейчас. Будет он блуждать, не будет, будет отключаться или нет. Так что вот, ребят. А то, блин, ну я не знаю, что за навигатор такой. Показывал, фиг знает, как там, а объезжать чуть ли не 1000 километров. Так, ребят, зашел я в кафе. Возьму картошечки и поедем дальше. И чай крепкий. Уже кофе что-то мне уже надоело. Чайку попить надо будет. Такое кафе здесь. Вот, ребят, сегодня это мой ужин. Не уснуть только. Еще примерно ехать 400 км. 470 даже было. Поужинали. Смотрите, какой Змей Горыныч. Так, ладно, взял я пепси. Время 10 час. Поедем потихоньку. Сколько проедем, а там будет видно. Какие подсветочки здесь хорошие. Все, закрываем. Как неправильно сделано. То есть первую дверь, это та дверь. Эта дверь, вот эта дверь. То есть как бы наоборот. Все, заводим. Чик. Вообще даже не слышно. О, завелся. Вообще даже не слышно двигателя, как работает. Сейчас мы поедем потихоньку, как бы не спеша. Новость-то какая, ребят. Забыл я вам сказать. То есть у нас следующая заправка деревня Козловка. Это 470 километров. Ну, то есть до Москвы мы еще не доедем. И вроде как сказали, потому что первую партию людей, пацанов, которые уехали вчера, ну вот, они сказали, что там газа нет. И, возможно, не будет до понедельника. А сегодня пятница. 2 дня мы в Пападосе. То есть 2 суток будем, наверное, тусоваться в гостинице. Ну, не знаю, посмотрим там сейчас по ходу. Такие новости. Но это пока вилами, как говорится, по воде. Нужно мне музончик сделать, заканать, а то ж как-то скучно. Меня радует одно, что газ, ну вот, блин, почему-то не показывает. Сейчас вот заправил полный, все, а 0. Ладно, посмотрим дальше, как что будет. Так, ребят, проехали почти 200 километров с заправки. И что мы видим? А видим мы, дорога стала сырая, грязная. Вот. Дворники вообще нифига не чистят. Новая машина, блин, дворник такое ощущение, как будто 1 000 000 лет. Дорога, конечно, убитая. А, какие ямы. Страшно есть ехать-то. Так, ребят, решили чутка поспать. Потому что время уже, блин, дофигища. 35 минут второго. Так что нужно поспать и потом поедем дальше.